Буквально несколько часов назад стало известно о выходе Корпанка в ранний доступ. На форуме был опубликован топик с указанием даты старта 4-го альфа-теста и релиза раннего доступа игры. Сразу к подробностям и самой темы на форуме. Мы выпустим игру в ранний доступ 26 ноября 2024 года. Предварительные заказы начнутся завтра, 12 июля в 20:00 по амстердамскому времени. Следующий тест Альфа-4 продлится месяц и пройдет с 6 августа по 6 сентября. На этот тест будут приглашены все участники Альфа-теста 1 и те, кто приобрел предзаказ. Сама игра будет доступна уже практически в конце этого года, тоже будет ранний доступ, и я так понимаю, что там можно будет попробовать весь готовый контент Корпанка без всяких ограничений и прочее. Как проходил тест? Для нас, как для разработчиков, Альфа-3 прошла очень хорошо. Мы приняли 50 тысяч игроков и успешно протестировали несколько ключевых исправлений в нашей инфраструктуре, значительно улучшив плавность и стабильность игры. Несмотря на то, что шарды и другие технические аспекты по-прежнему требуют нашего времени и внимания, теперь мы можем с уверенностью сказать, что мы устранили первопричины этих ошибок и для нас больше нет неизвестных. То есть ошибок, я так понимаю, эрроров всяких. Мы знаем обо всех существующих ошибках и уязвимостях и активно работаем над ними. С каждой фазой вы почувствуете большую стабильность, плавность и тактильную обратную связь. То же самое касается и геймплея. Для нас все прошло лучше, чем хорошо. Ваш творческий подход к изучению и освоению контента впечатляет. Такого разнообразия стилей игры мы еще не видели. Для нас это отличный опыт. Каждый аспект игры, собирательство, крафт, PvE, PvP, квесты и исследование мира нашел своих игроков. Именно так и задумывался Корпанк. Игровые системы должны позволять баловаться всем или глубоко погружаться в одно направление. Хотим уточнить, игра требует значительной полировки во всех направлениях. Большая часть того, что вы видите в игре сегодня, находится в разработке. Анимации, эффекты, квесты, механики и все, что представлено в игре, не является конечным качеством продукта, включая визуальные эффекты, которые до сих пор имеют множество вариаций прототипов. Мы шлифуем игру, одновременно собирая контент и продюсируя фичи. Игра далека от нашего видения полной полировки, и эта работа будет продолжаться в режиме нон-стоп. Во время теста мы протестируем несколько важных систем, некоторые из которых добавят логики всему игровому процессу, и будем дорабатывать и балансировать их вместе с вами во время теста. Мы с нетерпением ждем этой работы. Наша цель состоит в том, чтобы работать в режиме реального времени с постоянно играющей базой игроков и получать максимальную выгоду за счет точной калибровки весов. Здесь перевод немножко неправильный, но в целом суть понятна. Что будет в тесте? Две важные системы, которые мы ввели ранее – машина синтеза и NPC-торговцы. Обе системы нацелены на глубину и реиграбельность. Синтезирующая машина используется для создания или изменения предметов без рецепта. Она может улучшить качество предмета, изменить его атрибуты или изменить его внешний вид. Игроки могут добавлять ценные ресурсы, чтобы повысить шансы на создание лучших предметов. Очень надеюсь, что появится какой-нибудь торг между игроками, а не только с NPC. Вы сможете прокачать своего персонажа до 20 уровня, теперь официально. Соответственно, будет доступно 3 ветки пассивных талантов. Билды и геймплей станут более разнообразными. Надеюсь, что будет доступно и в ветках талантов выборы для 10% повышения добычи и крафта. Это довольно полезно, особенно на начальной стадии, когда вы только начинаете крафтить что-нибудь или собирать. В северную часть мира будет добавлена новая локация с новыми правилами игры и новым окружением. В прошлом тесте мы протестировали концепцию поля боя, PvP и PvE в открытом мире и остались очень довольны тем, как она разыгралась. Надеемся, что в следующем испытании поле боя в открытом мире раскроет весь свой потенциал за счет более плотного населения персонажей. Новая локация будет имитировать подземелье в открытом мире для игроков 20 уровня. Локация будет населена сильными существами, боссами и их приспешниками, и даже сражение с миньонами будет ощущаться как хорошее испытание, в то время как боссы потребуют тщательной подготовки. Альфа-тест 4 будет иметь маунты. В 4-м альфа-тесте уже можно будет протестировать и маунтов. Damn! Это здорово. Окей. Возможно, часть этого контента не полностью готова к тестовому выпуску, то есть к релизу. Но по мере того, как вы повышаете уровень и усиливаете своих персонажей, мы продолжим собирать, добавлять и исправлять новый контент во время тестирования.
Новые специализации оружия в тесте представлены не будут. Как мы видим работу во время теста? Мы постоянно работаем над улучшением всех аспектов. Когда мы запустим тест, он станет для нас отличной площадкой, чтобы протестировать все, что мы хотим, найти и исправить большое количество багов и проблемных мест в игровом процессе. Ожидайте багов и уязвимостей в геймплее и других радостей альфа-тестирования. Будем надеяться, что критических ошибок не будет. Мы не планируем стирать прогресс во время теста. Мы хотим видеть поздний игровой процесс, когда большинство игроков повысили свой уровень, хорошо экипированы и могут участвовать в PvE и в PvP боях на поздних этапах игры. Но если возникнет ситуация, когда мы поймем, что для того, чтобы тест и обратная связь были эффективными, нам нужно стереть прогресс и перезапустить тест, мы это сделаем, так как эффективная работа во время теста является нашим приоритетом. Поэтому хотим предупредить об этом игроков заранее. В прошлом тесте мы не в полной мере увидели PvP-составляющую, потому что когда мы приглашали больше людей на тестирование, высокоуровневые игроки рассредотачивались по серверам, а игроков в высокоуровневых локациях не хватало. В следующем испытании, когда больше игроков прокачаются, будет значительно больше интересных моментов. Мы улучшим игру на ранних этапах игры, но не за счет корректировки баланса, а за счет хорошей полировки. Квесты будут фиксироваться, я так понимаю, фиксинг, исправляться, а награды уточняться и улучшаться. Окей. В идеале мы хотим сделать так, чтобы игрок, который приходит в игру за сюжетом и хочет узнать сюжет, посмеяться над шутками или размышлять о смысле жизни, мог заниматься исключительно квестами, не обращая особого внимания на другие активности. При этом квесты позволят вам прокачаться до максимального уровня и экипироваться. Таков план, и мы доработаем его вместе с вашими отзывами. Положительные и отрицательные отзывы об игре. Мы сожалеем, что некоторым игрокам игра не понравилась, и если вы передумаете в будущем, мы всегда будем очень рады вашему возвращению. Мы тепло приветствуем многих новых игроков, которым понравилась игра. Добро пожаловать в наше сообщество, спасибо за доверие, и мы сделаем все возможное, чтобы вас не подвести. Окей, тут понятно. Здесь немного перевод странный, конечно, но торговля между игроками. Мы все еще думаем о торговле и рассматриваем наши варианты. Очевидно, что полностью избежать РМТ, торговли на реальные деньги, невозможно. Это обратная сторона трейдинга, и одно не может существовать без другого. Проблема возникает, когда она выходит за разумные пределы. Мы ищем эффективные методы снижения негативного влияния РМТ, и у нас уже есть интересные идеи, в том числе информация из теста Альфа-3. Но мы не питаем иллюзий, что сможем полностью ее избежать. Мы все еще наблюдаем и собираем данные. Следующий тест будет иметь больше возможностей для сбора данных в этом отношении. Теперь о самом интересном. Ранний доступ. Серверы раннего доступа будут запущены 26 ноября 2024 года. Тут понятно. К сожалению, на старте раннего доступа мы не сможем предоставить полную качественную локализацию на другие языки. Однако для тех, кто хочет поиграть в Corpunk, мы подключим Eleven Labs к раннему доступу, и вы сможете играть с переводом текста на предпочитаемый язык. Что касается вайпов во время раннего доступа, то вот что мы хотим сказать. Мы не хотим или планируем вайпы после начала раннего доступа. Но если критический баг или эксплойт, например, дублирование предметов, серьезно повредит игровому процессу, мы будем действовать разумно и, конечно же, вайпнем прогресс и перезапустим серверы. Игроки должны учитывать это при принятии решения о покупке или не покупке раннего доступа. Что будет включать в себя ранний доступ? 2 новых биома, 2 новых поселения, 2 случайно сгенерированных подземелья, 2 поля боя, 2 сюжетные серии с NPC и квестами. Предметизация расширится до сотен предметов, полностью покрывая потребности игровых систем и дополняя всю игровую логику новыми предметами и ресурсами. Все игровые системы, запланированные к раннему доступу, будут представлены в законченной базовой логике. Для раннего доступа будут добавлены 3 новые специализации. Это защитник, командос и гренадер. На очереди гномы и демоны, и если мы не успеем ввести их в ранний доступ, то они будут первыми в списке приоритетов для релиза вскоре после старта раннего доступа. Мы продолжим развивать механику добычи в Corpunk, так как концепция открытого мира игры позволяет создавать интересные правила игры в разных уголках мира, сохраняя тонкий баланс между PvE и PvP. После того, как начнется ранний доступ, мы продолжим наращивать производство. Игра будет находиться в активной стадии разработки до полного релиза.
Предзаказы. Покупка предзаказа дает доступ к тесту Альфа 4. Вы сможете оформить предзаказ на нашем сайте. В стандартном паке у нас дается ранний доступ к закрытым тестам, специальный ингейм HUD, я так понимаю, это как раз значок корпанка рядом с вашим здоровьем в игре, и 403 шлем в виде кастомизации в игре будет. Необычный пак стоит 43 евро и также дает ранний доступ к закрытым тестам, специальный HUD, 403 шлем в виде кастомизации и 405 Mana Bike Mount. Это уже будет ваш транспорт, который вы сможете использовать в той локации на севере, где смогут ездить 20 уровня игроки. Примечание. Чтобы получить бонусный скин за предзаказ, игроку нужно будет получить средства передвижения в игре, используя тот же метод, что и другие игроки. Скины имеют уникальную маркировку 405 и 403 и уникальный цвет. Эти аспекты скинов будут доступны только для предварительных заказов и будут доступны для покупки в течение ограниченного времени. Сейчас вы платите именно за отдельный скин, за маркировку, которая была отмечена как 405, 403 с второй альфы, третьей альфы и так далее, понятно. Важное. В любой момент перед тестом, во время теста и после теста, до начала раннего доступа, вы всегда можете запросить возврат средств. Мы хотим, чтобы игроки могли опробовать игру до того, как она попадет в ранний доступ. Мы считаем, что за месяц геймплея вы сможете понять, нравится вам игра или нет. Если вы не уверены, что игра сможет принести вам радость, не покупайте предзаказ. Если вы сомневаетесь в нашей способности доставить качественный товар, не покупайте предзаказ. Если вы купили игру, но после прохождения теста она вам не понравилась, даже если вы играли целый месяц и решили, что игра не на том уровне полировки, на который вы рассчитывали, или ей не хватает контента, запросите возврат средств. Сильная комьюнити необходима для долгосрочной бизнес-модели, но важно, чтобы люди были довольны потраченными деньгами, понимали, за что они платят и что получают, и не имели завышенных ожиданий. Это имеет решающее значение для успеха игры. Для тех, кто с нетерпением ждет Курпанк, хотим сказать, что финансово мы способны довести игру до полноценного релиза и даже немного дальше. Но если вам понравилась игра и то, что мы делаем, и вы решите ее купить, мы будем благодарны за вашу поддержку. Партнерская программа. Завтра вместе со стартом предзаказов мы запускаем партнерскую программу для всех желающих поучаствовать в продвижении игры. Мы хотим поделиться доходом со всеми, кто тратит свое время на игру. И, конечно, такой подход может положительно сказаться на продажах. 20% от продаж игры получат те, кто зарегистрировался в партнерской программе. Теперь любой игрок, который хочет поддержать своего любимого стримера или создателя интересных и полезных гайдов, возможно, вы хотите поддержать своего любимого создателя сайта Курпанк или просто поддержать друга, который привел вас в нашу вселенную, может воспользоваться ссылкой от человека, которого он хочет поддержать своей покупкой, и 20% от продажи игры поступят в его кошелек. Программа будет работать для всех желающих поучаствовать. Интересным фактом является то, что в игре почти нет золотой середины. Игроки разделились на тех, кто любил игру, и тех, кто ее ненавидел. MMORPG довольно сложный жанр. Все это время мы не просто показывали игру, а показывали себя как команду. Кто мы, на что мы способны и насколько мы преданы своей цели. Справимся ли мы со сложными задачами, сможем ли мы завоевать доверие как студии. Наши продажи прямо пропорциональны доверию к нам сообщества. Это простой и очевидный факт. Спасибо всем вам за эти годы веры в нас, за всю вашу энергию, которая питает вселенную Курпанк. Скоро увидимся. Сразу можно выделить несколько главных аспектов. Они смело решили выпускать игру в ранний доступ. И правильно, что решили провести еще один альфа-тест в 30 дней. Ибо до этого недели всем было довольно мало. Особенно учитывая, что не у всех есть возможность дойти до high-level контента за такой промежуток времени. Меня очень порадовало, что деньги за ранний доступ люди смогут вернуть в любое время. Это показывает лояльность и внимание к игрокам со стороны разработчиков. Также меня очень удивила партнерская программа. Это также показывает заботу со стороны разработчиков и их небезразличность к потраченному времени игроков. Это большой буст, и он не может не радовать. В целом, я безумно рад видеть, как развивается одна из моих любимых игр. И с нетерпением жду следующего теста и раннего доступа. Это большие новости для Курпанка и для его любителей. Надеюсь увидеть гораздо больше людей в игре. Качайте и пробуйте. Спасибо за ваше время. Обнял, приподнял, поставил на место.